Девушки любят плохих парней, потому что они сами где-то внутри хотят делать то, что делают плохие парни, но они не позволяют себе это делать, поэтому их тянет к плохим парням. Что это плохой парень? Объясни. Кто такой плохой парень? Наверное, тот, который матюкается много. То, что мне нравится в парне, это атмосфера, обстановка, которую он создает, в которой он живет, которую он развивает, его идеи, цели, вот в планы на жизнь. И если мне это нравится, я хочу это разделить. Если оно подобно моему миру, подобно моему взгляду, то я думаю, нам с этим человеком будет о чем поговорить. Мне важно, чтобы я могла доверять мужчине, чтобы он дарил мне подарки. Круто, когда мужчина дарит цветы, уделяет внимание. Я бы хотела, чтобы он приходил домой и больше меня обнимал. Больше мне уделял внимание, мы могли с ним разговаривать по душам. Мне очень нравится, когда мужчина готовит. Мне кажется, это очень сексуально, когда мужчина находится на кухне и может приготовить какой-то вкусный ужин, и мы можем посидеть там, бокал вина выпить. При этом не я готовлю, а он. Так как у меня есть ребенок, девочка, дочка, мне важно, чтобы мужчина, конечно же, любил ее. Человека, который будет даже примером для моего ребенка, для моей дочки. Тот мужчина, который заботится обо мне или о нашей семье, который вообще чувствует себя собой, он никому не подыгрывает, он любит себя таким, какой он есть. Вот это вот мужчина моей мечты. Ну, короче, вообще самое главное, наверное, улыбка. Это просто... Наверное, улыбка — это самое главное. Я думаю, первое, что нравится мужчине. Да, мне кажется, что девушки любят плохих парней. Почему? Потому что они сами где-то внутри хотят делать то, что делают плохие парни, но они не позволяют себе это делать, поэтому их тянет к плохим парням для того, чтобы как-то вот этот баланс. Что это плохой парень? Объясни. Кто такой плохой парень? Наверное, тот, который матюкается много. Наверное, тот, который ведет себя, открыто, как бы хулиган. То есть он может как-то, я не знаю, проявляться не так, как все. Нескромный, можно так сказать. Нет, я не люблю плохих парней, и я за адекватные, нормальные отношения, чтобы всем было комфортно и все интересы двух сторон были учтены. Я могу сказать, что плохие парни, скажем так, это классно, когда ты такой свежий, молод, когда, скажем, ты тинейджер еще. Но если мы говорим о взрослой жизни, о построении семьи, то, конечно, важны совсем другие качества, и нужно смотреть на самом деле, кто перед тобой, какой это человек, какими качествами он обладает и что он вообще транслирует, как он к тебе относится. И нет, здесь не может быть места bad boy понятию. А вопрос, сколько денег? Честно, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что деньги — это как бы хорошо, но до 70 лет без любви жить как-то, все-таки немножечко одиноко все-таки будет. Вот. А деньги, они заработаются. Но если будет любовь где-нибудь возле мусорки, такое меня не устраивает. В первую очередь любовь, чувства, душа идет первой в любом случае, а деньги вы всегда сможете заработать, потому что вы молодые, энергичные, даже молодой человек, как бы, если он влюбится, у него будет стимул, я могу его стимулировать для того, чтобы он зарабатывал эти деньги, то есть я могу поддерживать его в его карьерном росте, как-то способствовать этому, поэтому главное — любовь. У меня был секс на первом свидании, да, но я считаю, что в этом нет ничего плохого, потому что есть момент эмоциональный и есть момент темперамента человека.
Если конкретный индивидуум принимает это для себя, и в принципе, почему бы и нет. Я не считаю, что это может привести к чему-то плохому, и я к этому отношусь нормально. Секса на первом свидании у меня не было, потому что я просто дорожу собой и своим телом, и я не готова вот так вот первому человеку, которого вижу, там, даже если это свидание, вот так взять и настолько открыться. Ну, наверное, такое в жизни у меня не было, но если бы такое было, то, наверное, скорее всего, нет. И это глупо так делать, мне кажется. Хотя есть разные ситуации, но, наверное, нет, скорее всего. И к этому я отношусь не совсем... то есть, я не знаю, это не для меня, это не присуще мне. Мне нужно пообщаться с человеком, и тогда, возможно, да. А так, просто на первом свидании нету той, наверное, искры, не будет и того чувства, когда ты хочешь человека. Я думаю, что да, все женщины это делают. Ну, я тоже. Да. Sometimes. Все женщины это делают, в этом нет чего стыдного, но это нормально, как и мужчины. Ну, как бы, когда нет долго парня, да даже когда он есть, почему бы и нет. Я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что это нормально. Ну, потому что когда долго, допустим, нет секса, я чувствую себя не то чтобы злой, ну вот разрядки, как говорится, хочется. Вот. А если парня нет, ну что делать? Большинство мужчин думают за женщин, что мы можем отдаться в первую ночь, что мы доступны как девушки, да, что нас можно купить через какой-то там ресторан, сводить нас в ресторан или сделать какой-то подарок, и мы уже обязаны человеку отдаться, мужчине. Я считаю, что это неправильно так думать. Я считаю, что каждый мужчина должен быть завоевателем и ухаживать за женщиной, проявлять какое-то внимание, дарить подарки на постоянной основе для того, чтобы не терять интерес к ней, и она, соответственно, точно так же, могла быть загадкой для него. Я часто в последнее время встречаюсь с тем, что парни говорят, очень сложно найти правильную девушку, очень сложно найти хорошую, все они какие-то как куклы одинаковые, никто ничего из себя не представляет, и вот хороших девушек мало. Хорошие девушки есть, они занимаются собой, они работают, и смотря что для вас хорошая девушка, потому что это как хороший парень, это какое-то образное вообще существо, которое называется хорошая девушка. И все говорят, хороших девушек мало, может для тебя хорошая это что-то другое. Они просто боятся, если женщина финансово обеспеченная, у них есть страхи, что они не потянут такую ношу. Мужчины думают, что женщины меркантильные. Я думаю, не все женщины меркантильные. Вот. Мужчины думают, что женщины хотят деньги. Но я бы не хотела, чтобы мужчины так думали. Я часто сталкивалась, наверное, с тем, что мужчины считают, что им разрешено больше, чем женщинам. Такой момент, он может встречаться на самом деле во многих сферах или вопросах, но я считаю, что это не совсем так. Я не могу сказать, что я прям топлю за абсолютно исключительное равноправие, или что там феминизм и так далее. Нет, я сейчас не про это. Я считаю, что просто если, например, в сексуальных вопросах, да, часто бывает такое, что мужчина считает, что он может, например, вести разгульный образ жизни, а вот его спутница, которую он выберет для себя, она должна быть прям единственный мужчина у него должен быть, и первый желательно. Я считаю, что это что так не работает, и что каждый имеет право на свою жизнь и на принятие своих решений, и в этом нет ничего страшного. То есть я считаю, что вот это и есть одно из первых заблуждений, которые мужчины могут иметь относительно женщин. Hey guys, thank you for watching. This is an awesome episode. I believe you loved this episode. Please don't forget to smash the like button, subscribe to the channel,
and see you next time. Bye for now.